Вы не представляете, что произошло в турецкой индустрии за последние дни. Сегодня тот самый выпуск, в котором всплыли жуткие признания, скандальные решения, неожиданные разрывы, тайные встречи и даже один случай, который актриса предпочла бы никогда не вспоминать. И да, кое-кто сказал такие слова, что это может разрушить его карьеру. Но об этом только ближе к финалу. Это самый честный и самый горячий дайджест турецких новостей, собранный из официальных источников. А я, как всегда, расскажу вам не только факты, но и свое мнение, которое многие побоятся озвучить открыто. Потому что если вы думали, что турецкие звезды живут спокойно, вы очень сильно удивитесь. Дальше только сильнее. Оставайтесь до конца, потому что самое шокирующее в последней трети выпуска. Поехали! Новость о финале «Сердцебиения» прозвучала так, будто проект внезапно исчез, но на самом деле история куда спокойнее и даже предсказуемее. Турецкие телеканалы давно работают по четкой схеме: 6 серий для осторожного теста или 13, если в проекте задействована заметная звезда и есть уверенность, что бюджет окупится. «Сердцебиение» изначально было рассчитано именно на 13 эпизодов, и команда их аккуратно выполнила, без скандалов, без паники, без спешки. Однако публика услышала только одно слово «финал» и решила, что сериал сняли с эфира преждевременно. На самом деле это был просто конец контракта, стандартный и предусмотренный заранее. Интересно, что вокруг этой новости образовался настоящий шум, хотя индустрия понимает все иначе. У актеров в графиках появляются новые предложения, у сценаристов новые задачи, а платформы уже присматривают свежие идеи. И именно такая ситуация открывает для зрителя то, что действительно заслуживает внимания. Продолжения не будет, но появится нечто новое, более масштабное. «Сердцебиение» стало своеобразной отправной точкой. Оно завершилось ровно в тот момент, когда его ведущий актер уже стоял на пороге следующего крупного проекта. И в этом есть особая, почти символическая логика. Пока одни поклонники обсуждали закрытие, сам рынок уже готовил движение вперед, и оно оказалось куда интереснее, чем просто история о том, что сериал не продлили. Но самое занимательное начинается именно после этой финальной точки, потому что за ней следует событие, которое мгновенно перетянуло внимание индустрии и стало одной из самых обсуждаемых тем недели. Как только финальные титры «Сердцебиения» прошли, публика даже не успела перевести дух, фокус мгновенно сдвинулся к следующей громкой истории. И тут все прожекторы пересеклись на Кереме Бürsin'е. Пока зрители гадали, из-за чего закрыли один проект, Керем уже делал что-то в корне новое для себя и для всей турецкой индустрии. Он решил взяться за адаптацией японского хита «Большой ресторан Токио». Звучит дерзко, не так ли? Особенно на фоне местных сериалов, ведь все привыкли к династиям, страстям и криминальным тайнам, а тут вместо этого целый мир высокой гастрономии, где судьбы людей строятся вокруг вкуса и точности движения поварского ножа. В этот раз речь не про разборки между семьями или дворцовые интриги, это почти лабораторная история про страсть к профессии. Турецкому зрителю такое сочетание покажется свежим, когда акцент держится не только на эмоциях и характере героев, но и на уважении к ремеслу. Бюрсину достался образ шеф-повара с мишленовской звездой, человека, который оказался на обочине из-за громкого скандала и теперь собирает свою жизнь по кусочкам. И вот эта его битва за второй шанс невольно вызывает сочувствие даже у тех, кто далек от ресторанного бизнеса. Если копнуть глубже, любопытнее всего здесь то, как создатели планируют переиграть главную динамику оригинала. В японской версии во главе кухни стоит сильная женщина, она буквально толкает всю историю своей энергией. Турецкая команда сохраняет этот баланс, поэтому главная женская роль пока самое горячее место кастинга. Интрига крутится вокруг вопроса, кто же сыграет напарницу Бюрсина. Ведь от этого зависит практически все. Атмосферу задает не столько сценарий, сколько столкновение характеров. Вот так выбор одной актрисы способен развернуть весь сериал в неожиданную сторону. Теперь о самом любопытном. Весь проект сразу делают для цифровой платформы. Это значит почти полную свободу для режиссуры, никакой гонки за количеством серий и нужной порцией слез в каждой серии ради рейтинговых очков. Здесь можно глубже работать с деталями, будь то звучание ножа по доске или эволюция героя из павшего кумира в человека с горящими глазами.
Такое решение создает ощущение свежего воздуха, наконец-то не удерживают аудиторию привычными клише. Бюрсин этим шагом заявляет что-то вроде «Смотрите, мы можем больше». Это придает всему проекту особую энергию, хочется следить дальше. Поэтому неудивительно, что разговоров о новом сериале сейчас масса. Все спорят о будущей напарнице Керимай едва ли не больше, чем о сюжете самому по себе. Вот такая двойная интрига, новый жанр для Турции плюс дуэт ведущих актеров. Признайтесь, ждать становится интересней. Интрига вокруг кастинга разгорелась почти мгновенно, потому что в этой истории партнерша Керима Бюрсина играет не меньшую роль, чем он сам. Сюжет построен на взаимодействии двух ярких характеров, опытной женщины-шефа, которая стремится превратить свой ресторан в место высшей гастрономии, и талантливого, но потерявшего статус мастера, чья жизнь словно заставляет его начать все заново. Турецкая адаптация сохраняет эту дуэль характеров, а значит, выбор актрисы становится ключевым элементом будущего успеха. Публика начала активно обсуждать, кого могут пригласить, и каждая из возможных кандидаток создает совершенно иной оттенок повествования. Имя Хазал Каи всплыло одним из первых, она умеет держать на себе эмоционально насыщенные сцены, а ее экранная энергетика всегда создает ощущение глубины. Но есть и вариант с Бурджу Бериджик, которая одинаково уверенно существует и в драме, и в легких форматах, привнося в любую роль тепло и живой характер. Ну и, конечно, Неслихан Атагюль – актриса с мощной драматической подачей, которая способна превратить конфликт героев в настоящее эмоциональное путешествие. Каждая из них по-своему изменила бы атмосферу будущего сериала, и именно поэтому обсуждение кастинга стало отдельным событием. Зрители не просто ждут объявления, они анализируют возможные комбинации, спорят о том, какая пара будет смотреться наиболее органично, и даже строят свои версии развития сюжета в зависимости от выбора актрисы. Турецкая индустрия давно не видела такого интереса на стадии подготовки. Редко когда сама возможность появления определенной актерской пары вызывает столько обсуждений. А еще важную роль играет то, что проект готовится для цифровой платформы. В таком формате пара героев должна быть максимально естественной, убедительной и образовывать тот самый магнитный эффект, который удерживает зрителя от серии к серии. И пока кастинг официально не объявлен, эта неопределенность работает как идеальный крючок для аудитории. Чем сильнее интрига, тем выше градус ожидания. Однако за границами этого проекта происходило не менее важное событие, одно, которое внезапно всколыхнуло всю индустрию и показало, что за кулисами турецких сериалов кипят куда более напряженные процессы, чем кажется на первый взгляд. На фоне ожиданий вокруг кастинга всплыла новость, которая буквально взорвала внутреннюю кухню турецкой индустрии. Проект «Братш», один из наиболее ожидаемых сериалов сезона, неожиданно остался без своей ключевой творческой силы братьев Тайлан. Егмур и Дурул Тайланы, режиссеры с международным именем, люди, стоящие за такими масштабными проектами, как «Великолепный век» или «Моя родина – это ты», покинули производство уже после начала съемок. И хотя официальная версия выглядела аккуратно и дипломатично, дескать, зарубежное обязательство, индустрия мгновенно почувствовала, что за этим стоит более сложный и глубокий процесс. Дело в том, что подобные уходы никогда не происходят внезапно. Когда съемки первой серии уже идут, когда команда собрана и подготовлена, исчезновение режиссерского тандема выглядит как минимум необычно. Логика индустрии подсказывает более вероятный сценарий. Продюсер Анур Гювенатом, создатель OGM Pictures, недавно расширил деятельность компании и начал сотрудничество в Лос-Анджелесе. И если новая международная структура требует сильных, проверенных, известных режиссеров, кого еще он мог бы отправить в зарубежный проект, кроме братьев Тайлан? Такой шаг полностью вписывается в стратегию Гювенатома – укреплять позиции OGM за пределами Турции, работать с иностранными партнерами и формировать новые проекты под глобальную аудиторию. И в этой картине уход Тайланов перестает быть неожиданностью, он становится вполне логичным движением, стратегическим и даже дальновидным. Однако для зрителей и команды «Брата» он все равно стал громом среди ясного неба. Сериал лишился своего главного визуального стержня – людей, которые определяли тон и стиль постановки. И тут возник главный вопрос – кто сможет занять их место так, чтобы проект не только не потерял импульс, но и обрел новую силу? Ответ пришел довольно быстро.
и стал одной из самых неожиданных, но одновременно вдохновляющих новостей недели. Место братьев Тайлан занял человек, чье имя в турецкой индустрии произносится с особым уважением — Джем Карджи. Его приход перевернул восприятие происходящего. Если сначала новость об уходе прежних режиссеров вызвала тревогу и растерянность, то назначение Карджи быстро превратило ситуацию в событие другого масштаба. Этот режиссер не просто профессионал, он автор со своим узнаваемым почерком, с визуальной чувствительностью, которую зрители видят с первого кадра. Его работы «Ветреный» и «Портной» давно стали визитными карточками современного турецкого стиля, медленные, поэтичные эпизоды, особое внимание к деталям, атмосфера, в которой каждый жест героев становится частью общего ритма истории. Но вместе с сильным режиссером всегда приходит его команда, и Карджи не стал исключением. Он привел своего оператора, своего сценариста, своих ведущих специалистов. Производство буквально перестроилось на новый лад, и это означало только одно – начинать придется сначала. Уже отснятая часть первой серии потеряла актуальность, визуальный код слишком отличается, стилистика другая, ритм другой. Карджи предпочитает, чтобы проект дышал его тональностью с самого первого кадра, иначе история начинает звучать неорганично. Поэтому съемочный процесс был откатан назад, и производство фактически стартовало снова на совершенно новых условиях. Для зрителей это стало неожиданностью. Тизер, который должны были показать к этому времени, так и не вышел, что лишь усилило разговоры и догадки. Но один факт оставался очевидным. Когда в проект приходит режиссер такого уровня, продюсеры готовы ради него на любые перестановки. В итоге «Братья» получил не просто нового руководителя, а автора, который может придать сериалу глубину, визуальную красоту и эмоциональную многослойность, способную вывести его на уровень, значительно превышающий ожидания. И хотя перезапуск съемок на время замедлил процесс, он, скорее всего, станет залогом того, что проект в итоге окажется гораздо сильнее, чем был изначально. Тем временем, параллельно с этим крупным пересбором происходили изменения и в других проектах, которые тоже оказались втянуты в цепочку перестановок. Пока «Братья» проходил через масштабную перестройку, изменения затронули и другие проекты, словно волна кадровых решений прокатилась по индустрии. Одним из первых оказался сериал «Беззащитные». Его предыдущий режиссер перешел на новую должность, а место главного постановщика занял Энис Картал, человек, который работал вторым режиссером на этом же проекте и прекрасно знает внутреннюю механику съемочного процесса. Для зрителя он может быть новым именем, но для команды Картал не новичок, а свой специалист, который понимает ритм, атмосферу и драматургию сериала. Такое назначение всегда несет двойной эффект. С одной стороны, смена режиссера заставляет команду адаптироваться к другой манере работы. Но с другой, это шанс для новых голосов в индустрии. Ведь многие известные режиссеры начинали именно так, тихо, незаметно, в роли второго, пока однажды не оказывались в центре собственного проекта. Джем Карджи, о котором только что говорили, тоже начинал с той же ступени, и сегодняшний успех Энеса Картала вполне может оказаться первым шагом к аналогичной траектории. Над «Беззащитными» теперь трудится обновленная творческая группа, и это создает новый импульс для проекта. Такие перестановки часто дают сериалу свежий ритм, новые глаза, новое дыхание, иной баланс драматических акцентов. И хотя зрители обычно обеспокоены, когда слышат о смене режиссера, в данном случае процесс выглядел не как спасательная мера, а как планомерное развитие команды, где каждый специалист постепенно поднимается на следующую ступень. Но индустрия не стоит на месте, и уже в этот же период появляется другая новость, гораздо менее тихая, куда более значимая по масштабу, и она связана с выходом в международный формат, что всегда вызывает особый интерес у зрителей. На фоне внутренних перестановок в сериалах появилась новость, которая сразу вышла за пределы локальных обсуждений и привлекла внимание международной прессы. Речь о фильме «7 лиц», редком для Турции проекте, который объединяет в себе сразу несколько культурных направлений. Уже один факт, что в съемках участвуют продюсерские группы из Германии и Великобритании, говорит о совершенно ином масштабе. Это не стандартная телепостановка и непривычная мелодрама, это кино, задуманное как фестивальная работа с глубоким драматическим содержанием.
Главную мужскую роль исполняет Джанер Джиндарук, актер, который давно зарекомендовал себя как мастер сложных, многослойных персонажей. В «Семи лицах» он играет старшего брата Мухаммеда, человека, который возвращается домой после долгих лет, проведенных в заключении. Сам образ окружен напряжением. Герой входит в историю в момент, когда 7 братьев сталкиваются друг с другом, и его появление становится катализатором событий. Такой персонаж требует точности, внутренней силы и умения держать кадр молчанием, и именно эти качества зрители привыкли видеть у Джиндарука. Но не меньший интерес вызвало участие молодой актрисы Рошбин Эрден. Ее карьера только начинает набирать обороты, и появление в международном проекте – огромный шаг вперед. Особенно учитывая, что режиссером выступает Тайфур Айдын, известный своей способностью передавать атмосферу через изображение, работать с природными локациями и строить драматургию на живом, честном взаимодействии актеров. Выбор Каппадокии для съемок тоже не случайен. Этот регион давно стал одним из главных визуальных символов Турции, и в кино он дает уникальное сочетание реалистичности и почти мистической красоты. На фоне этих ландшафтов семейная история о 7 братьях превращается в нечто большее, жизненный путь, который проходит на стыке древнего мира и современности. Проект еще на стадии подготовки вызвал интерес в профессиональной среде, потому что такие международные копродукции нередко становятся стартовой площадкой для будущих наград и фестивальных премьер. Это один из тех проектов, которые редко рекламируются громко, но постепенно собирают вокруг себя внимание благодаря сочетанию сильного сюжета, качественной команды и необычного визуального решения. И пока в сфере кино назревала эта история о братьях, в другой части индустрии происходило событие, о котором невозможно было пройти мимо. Оно сразу стало одним из главных успехов, причем не сериальных, а рекламных. Пока киноиндустрия обсуждала 7 лиц, мир рекламы внезапно оказался в центре внимания. И все благодаря проекту, который по масштабу и охвату легко мог бы соперничать с полноценным сериалом. Речь о мини-фильме «Istanbul My Love» с Энгином Акюриком и Афрой Сарачоглу. Казалось бы, рекламные кампании редко становятся темой для больших дискуссий, но этот случай стал исключением. Проект не просто показали, его посмотрели сотни миллионов раз. Старт произошел практически мгновенно. Трейлер собрал более 50 миллионов просмотров, а сам мини-фильм – внушительные сотни миллионов, и все это всего за пару недель. В сумме рекламная кампания преодолела отметку в 1,5 миллиарда показов, превращаясь в настоящий феномен. Для Турции это рекорд, а для международной аудитории – доказательство того, как быстро и мощно может распространиться контент, если его создают с вниманием к деталям. Но дело тут не только в цифрах. Проект оказался по-настоящему кинематографичным. Съемки проходили во дворце Чараган, в самом центре Стамбула, на набережных Босфора и в тех уголках города, которые давно стали символами его духа. Каждая сцена снималась так, словно это фрагмент полнометражного фильма. Красивая постановка, мягкий свет, глубокие планы, тщательно подобранная музыка. Особую роль сыграла актерская пара. Энгин Акюрик – один из самых харизматичных турецких актеров, и его спокойная уверенность создала основу всего сюжета. Афра Сарачоглу, напротив, добавила истории легкость, энергию и искренность. Вместе они выглядели настолько органично, что зрители в комментариях начали открыто обсуждать, может быть, таким дуэтом стоило бы снять настоящий сериал, а не только рекламный фильм. А интерес к проекту стал настолько сильным, что ролик активно показывали даже за пределами Турции. Авторы отмечали, что реклама приходила сама собой, появляясь даже у зрителей, которые не искали ее целенаправленно. Это стало одним из редких случаев, когда рекламный продукт превратился в самостоятельное медийное событие. И пока обсуждение мини-фильма набирало обороты, внимание прессы переключилось на другую сторону индустрии, на личную жизнь звезд. Одну из актрис, которая тоже стала участницей рекордов недели, буквально затянул вихрь сплетен. Почти одновременно с успехом рекламного мини-фильма в медийном пространстве вспыхнула другая тема, та, что всегда привлекает внимание таблоидов быстрее любой премьеры. Ханде Эрчел, одна из самых обсуждаемых актрис Турции, неожиданно отписалась от Хакана Сабанджи в социальных сетях. И если для обычных людей это мелочь, то для турецкой прессы – сигнал к созданию полноценной сенсации.
Желтые издания моментально начали строить версии, будто за этим движением скрывается нечто драматичное или, наоборот, романтичное. Подлила масло в огонь деталь, которую журналисты заметили на одном из кадров. Рядом с публикацией Ханде появился маленький эмодзи, несколько пикселей, которые мгновенно превратились в доказательство появления нового поклонника. Ведущие утренних шоу всерьез анализировали, кого именно может означать этот символ, будто перед ними не изображение, а код, который нужно расшифровать. Но сам абсурд происходящего был заметен даже зрителям, привыкшим к громким заголовкам. Как будто простая цифровая иконка могла раскрыть тайну чьих-то отношений. Настоящий парадокс заключался в том, что Ханде и Хакан расстались несколько месяцев назад, и их отписка выглядит логичным завершением общения, тихим, аккуратным и почти формальным. Никаких громких заявлений, никаких намеков, просто люди, которые поставили окончательную точку, не желая провоцировать лишние разговоры. Тем не менее, медиасреда ухватилась именно за этот эпизод, потому что в Турции жизнь звезд часто воспринимается как продолжение сериалов, и любая деталь превращается в сюжетную линию. Журналисты подливают огонь, зрители спорят в соцсетях, а сама актриса в этот момент живет спокойной, рабочей жизнью, занимаясь новыми проектами. И вместе с разговором о Ханде в этот же период возникла другая личная история, совершенно иного характера, теплая и по-семейному искренняя, связанная с актрисой, которая в эти дни тоже оказалась в центре внимания. Пока вокруг Ханде Эрчел разгорались сплетни, совсем в другом настроении прошел день рождения Афра Сарачоглу. Если одни звезды оказываются в центре внимания из-за таблоидов, то Афра привлекла внимание совершенно иначе, теплом, спокойствием и искренностью, которые редко встречаются в шумной медийной среде. Она отметила свой праздник в узком кругу друзей, без лишнего блеска, но с атмосферой, которую сложно подделать, близкие, музыка, тортик, который ей вручила группа журналистов, ожидавших ее у выхода. Вместо того, чтобы ускользнуть от репортеров, Афра остановилась, улыбнулась и приняла этот маленький сюрприз. Она не пыталась создавать интригу вокруг своей личной жизни, не скрывалась и не устраивала спектаклей, просто отвечала на вопросы спокойно и честно. Когда ее спросили о любви, она только сказала, что сейчас полностью сосредоточена на работе, а сердечные истории, как правило, случаются сами, когда им пора. Интересно, что в разговоре всплыло еще одно признание. Афра рассказала, какой сериал смотрит в этот сезон. Ее выбор остановился на проекте «Это море переполнится», и эта деталь неожиданно стала приятным подарком для поклонников сериала, ведь когда актриса уровня Сарачоглу открыто говорит о своих предпочтениях, это всегда повышает интерес аудитории. Сам праздник, к слову, стал поводом для еще одного парадокса. Пока одни поздравляли Афру и желали ей творческих успехов, другие, те самые требовательные и порой чрезмерно эмоциональные поклонники, вдруг начали задавать автору новостей вопросы, почему поздравление не прозвучало на всех площадках сразу. Это еще раз показало, насколько сильно турецкая аудитория может вовлекаться в каждую мелочь, связанную со своими любимыми актерами. Но на фоне легкой праздничной атмосферы, возникшей вокруг Афры, уже готовилось событие, которое полностью изменило тон новостной картины недели. Это был момент, которого ждали долго, внимательно и с огромным интересом, и который оправдал ожидания настолько, что стал одним из самых громких международных успехов турецкого актера за последние годы. Наступил день, которого поклонники ждали почти 2 года, премьера «Сандокан» с Джаном Яманом. Это был не просто выход нового сериала, а кульминация долгого периода ожиданий, подготовки, тренировок, переездов и бесконечных обсуждений. Сам актер провел в Италии несколько лет, полностью погрузившись в работу над проектом, который должен был стать его крупнейшей международной ролью. И когда первые 2 серии наконец появились в эфире, результат превзошел все прогнозы. Более 6 миллионов зрителей – цифра, которую итальянское телевидение не видело уже давно. Старт оказался настолько мощным, что «Сандокан» сразу занял лидирующие позиции, опередив конкурентов и вызвав волну восторженных отзывов. Итальянские критики отметили визуальный масштаб, зрители, харизму главного героя, а международные платформы быстро подхватили интерес, объявив о запуске сериала в США, Канаде, России, Португалии и Великобритании. Для турецкого актера это большой шаг. Он стал лицом проекта, который одновременно выходит в нескольких странах как полноценная европейская премьера.
Но самое примечательное произошло за кулисами. Пока Италия активно смотрела сериал, сам Джан уже находился на Канарских островах, работал над другим проектом. Его график в последние годы напоминает расписание международной команды: перелеты, съемки, пресс-дни, чтение сценариев. И все это ради того, чтобы последовательно строить карьеру на мировом уровне, а не ограничиваться рамками одного рынка. Сэндокан стал подтверждением, что этот путь приносит плоды. Турецкие актеры и раньше участвовали в международных проектах, но редко когда результат становился настолько заметным, громким и обсуждаемым. Яман не просто вышел на зарубежную аудиторию, он ее уверенно удержал. Премьера стала событием, которое моментально изменило положение актера в индустрии. Теперь его имя звучало не только в Турции и Италии, оно появилось в глобальных обсуждениях, а это всегда открывает двери к большим и разнообразным ролям. Но как только зрители начали обсуждать детали первых серий, стало ясно, что на этом неделя для Джана не заканчивается, впереди у него еще один крупный проект, который он снимает параллельно, и который уже вызывает не меньше интереса, чем история о легендарном борце за справедливость. Пока успех Сэндокан облетал европейские медиа, Джан Яман уже был на другом конце континента, в Испании, на Канарских островах, где вовсю шли съемки его нового сериала «Лабиринт бабочек». На первый взгляд может показаться, что актер просто движется от проекта к проекту, но на самом деле здесь просматривается четкая стратегия – укрепить свою позицию как международного артиста, который одинаково уверенно чувствует себя в разных жанрах и на разных языках. «Лабиринт бабочек» — это романтический триллер, и в нем Яман резко меняет образ после героического Сандакана. Его персонаж — тайный агент по прозвищу Тигр, человек, которого привыкли считать непогрешимым профессионалом. Но сюжет строится на том, что идеальная репутация героя оказывается под угрозой, когда он внезапно оказывается втянутым в цепочку событий, где каждое решение может обернуться серьезными последствиями. История наполнена интригой, динамикой и внутренним конфликтом, а роль требует от актера одновременно жесткости, уязвимости и эмоциональной точности. Испанские продюсеры уверены, что сериал станет одним из заметных проектов сезона, и участие Ямана в этом только усиливает интерес. Он давно привлекает внимание европейской аудитории, и работа в испанской команде позволяет ему расширить границы собственной кинематографической территории. К тому же рядом с ним снимаются известные местные актеры Альберто Ройс Рохас и Иньяки Пиньяфель, что создает для проекта дополнительное культурное смешение и повышает его привлекательность для зрителей разных стран. Но, пожалуй, самое поразительное – это расписание актера. После завершения съемок в Испании его ждет второй сезон «Сэндокан», затем работа над ситкомом, а следом – полнометражный фильм в Южной Америке. А в 2028 году его график уже включает производство третьего сезона «Сэндокан». Фактически его карьера расписана на несколько лет вперед, что говорит о невероятной востребованности и устойчивой позиции на международном рынке. Такое плотное расписание – редкость даже для европейских актеров, а для турецкой звезды это практически уникальный случай. Яман превратился в артиста глобального уровня, и каждый новый проект только укрепляет его статус. Однако неделя была богата событиями не только для него. Среди звезд турецкой индустрии нашлось место и для других громких новостей, более спокойных по стилю, но не менее важных для карьеры их участников. Пока международные проекты занимали верхние строчки новостной повестки, на рекламном рынке Турции развернулась совсем другая история, тихая, но показательна с точки зрения востребованности актрис. Эсра Бельгич, взявшая паузу после участия в цифровом проекте, неожиданно оказалась в центре внимания брендов, которые буквально выстроились в очередь, чтобы заключить с ней контракты. За короткий период она стала лицом сразу 3 крупных компаний, и каждая из них была рассчитана на широкую аудиторию. Эсра давно зарекомендовала себя как одна из самых узнаваемых актрис Турции, но ее переход в рекламный сегмент дал ей возможность продемонстрировать другой тип экранной энергии, спокойную, уверенную, основанную на доверии аудитории. Бренды любят такие образы, они ассоциируются с надежностью, красотой, что особенно важно, реальной человеческой теплотой. Неудивительно, что крупный интернет-магазин, Национальный банк и международный производитель средств ухода пригласили ее почти одновременно. Самый свежий контракт с известным брендом шампуней. Компания снята в современном стиле,
где сочетание визуальной эстетики и мягкой подачи Эсры создает ощущение гармонии и легкости. И хотя актриса пока не объявила о своем следующем сериальном проекте, уже очевидно, что пауза в карьере не только не снизила ее популярность, но даже усилила интерес к ней. Такое внимание со стороны рекламной индустрии часто становится предвестником большого возвращения. Обычно после серии успешных кампаний актеры делают шаг к новому крупному сериалу, выбирая проект, который отвечает их текущему статусу. И, возможно, Эсра готовит именно такой ход, неожиданное, сильное возвращение в драму или цифровой формат. Но пока зрители размышляли над ее будущими ролями, другая новость показала, что не только экранные проекты могут приносить радостные события. В центре внимания оказалась история, которая совсем не связана ни с рейтингами, ни с рекламой, а с простым человеческим счастьем. На фоне громких премьер и рекламных проектов теплой нотой прозвучала новость о Селин Генч, актрисе, знакомой зрителям по ролям в «Однажды в Чукурова» и «Разведка. Однажды в Стамбуле». Она выбрала для себя путь, противоположный привычным звездным традициям. Никакой яркой церемонии, никакого шума, никакого демонстративного гламура. Вместо этого камерная свадьба в турецком консульстве в Будапеште, где присутствовали только самые близкие. Этот формат стал отражением новой тенденции среди знаменитостей. Все чаще они отказываются от роскошных праздников, предпочитая что-то уютное, спокойное и личное. И Селин как будто подчеркивает этим выбором, что главная торжественность не в декорациях, а в самом моменте. Даже фотографии с события минимальные, простые, почти домашние. Они будто говорят: счастье – это не то, что нужно выставлять на витрину. Оно существует само по себе. Брак с бизнесменом Ануром Альпом-Эралом стал для актрисы важным личным шагом, но интерес к новости объяснялся не только романтической составляющей. Поклонники увидели в этом и определенный творческий поворот. Часто после подобных событий актеры делают паузу, пересматривают карьерные планы или, наоборот, возвращаются в индустрию с новой энергией. Пока Селин не объявляла о своих следующих проектах, но аудитория уже следит за ее обновлениями с любопытством. На фоне этой семейной истории из мира кино вновь пришла новость, связанная не с личной жизнью, а с рабочими процессами. Внимание зрителей переключилось на сериал, который готовится к новому сезону и уже успел пройти через важные изменения. История, где главную роль вновь играет женщина, чья судьба строится на преодолении и поиске новой опоры. Пока одни проекты завершали съемки и актеры отмечали личные события, в центре внимания оказался сериал «Сестра Юлькер. История», который обещает стать одной из самых эмоционально насыщенных драм нового сезона. И хотя подготовка к съемкам уже была на финальной стадии, неожиданно возник поворот, который полностью изменил кастинг главной роли. Актриса, ранее утвержденная на образ Юлькер, покинула проект по собственному желанию, и команда оказалась перед задачей срочно искать новую исполнительницу. Сам сюжет сериала строится вокруг женщины, сбежавшей из дома после длительного периода давления в семье. Она ищет убежище в больнице, где начинает заботиться о одиноких пациентах, словно пытается восстановить собственную целостность, помогая другим. Это образ, требующий большой актерской глубины. Нужно передать внутреннюю хрупкость и одновременно силу человека, который медленно, шаг за шагом возвращает себе жизнь. Именно поэтому выбор новой актрисы стал настоящим испытанием. От того, кто возьмет на себя роль Юлькер, будет зависеть эмоциональный центр всего сериала. Turkish Drama практикует разные подходы к кастингу. Иногда выбирают звезду ради рейтингов, иногда актрису, которая идеально чувствует материал. И сейчас создатели, похоже, склоняются ко второму варианту, ведь история Юлькер требует правды, а не просто яркого имени в титрах. Зрители уже активно обсуждают, кто мог бы подойти под эту роль, предлагая свои варианты и сравнивая характеры известных актрис с тем образом, который описан в сценарии. В соцсетях формируются целые списки возможных кандидаток, а интерес к проекту только растет, ведь всегда интригует сериал, который еще до премьеры вызывает такие обсуждения. Но несмотря на волну ожиданий и споров вокруг главной героини, на этой неделе прозвучала еще одна личная история, которая удивила многих и показала совсем другую грань внимания к актерам, ту, которая иногда становится слишком настойчивой. Иногда новости о звездах рождаются не из громких премьер и не из смены актерского состава.
а из неожиданных, почти абсурдных ситуаций, которые вдруг становятся частью общей медийной картины. Именно так произошло с Фейзой Джевелик, актрисой, которую зрители знают по роли Нилай в «Клюквенном шербете». Ее признание о том, что некоторые поклонники переходят границы допустимого, моментально стало одной из самых обсуждаемых тем. Фейза рассказала, что ей поступало предложение встретиться всего на минуту за огромную сумму. Это звучит как курьез, но на самом деле отражает весьма тревожную тенденцию. Иногда люди настолько теряют чувство меры, что начинают воспринимать актеров как персонажей, которым можно предлагать любые условия, будто они не живые люди, а часть вымышленного мира. Она не назвала ни имени, ни подробностей, но упомянутая сумма – 100 тысяч лир – прозвучала достаточно громко, чтобы заставить зрителей задуматься. Кто-то воспринял это как шутку, кто-то – как преувеличение, но сама Фейза говорила спокойно и серьезно, без попыток драматизировать ситуацию. Ее слова стали напоминанием о том, что популярность – это не только цветы, улыбки и автографы, но и неожиданные моменты, когда приходится ставить границы и отстаивать личное пространство. Турецкие соцсети разошлись на два лагеря. Одни уверяли, что такие истории вполне возможны, особенно в стране, где культ сериалов настолько силен, что актеры становятся частью повседневной жизни зрителей. Другие пытались оспаривать правдивость случившегося, но даже их сомнения лишь усилили обсуждение. И на фоне этой истории, которая показала обратную сторону популярности, зрители вновь обратили внимание на то, что происходит с самими проектами. Ведь в мире сериалов все подчинено другой логике, цифрам, динамике, реакции аудитории. И в этот момент пришло время оценить результаты недели, которые стали важным ориентиром для индустрии. Следующий раздел про рейтинги, и он будет последним. Рейтинги новой недели напомнили, насколько динамичной может быть турецкая телевизионная среда, где каждый проект проходит проверку зрительским вниманием почти в прямом эфире. Одни сериалы переживают спад, другие – внезапный рост, а некоторые держатся на своем месте так уверенно, словно их аудиторию невозможно поколебать ничем. «Далекий город» оказался в числе тех, кто ощутил неприятное снижение показателей. Падение было прогнозируемым, период постоянного роста не может длиться бесконечно, и рано или поздно наступает стабильная фаза, когда часть зрителей начинает искать новые эмоции. Однако этот спад выглядит естественно и не вызывает тревоги, проект все еще сохраняет крепкое ядро своей аудитории. «Дети небес» также немного потеряли в рейтингах, но благодаря поддержке государственного телеканала и устойчивой концепции сериал остается в зоне комфорта. Его позиция стабильна, а такие проекты редко чувствуют серьезные угрозы из-за кратковременных колебаний. На противоположной стороне оказалась новинка недели «Словно сон». Она стартовала с уверенных цифр, что всегда хороший знак для нового проекта. Но главный вопрос впереди – сможет ли сериал удержать внимание зрителей или интерес начнет таять после первых серий? Пока что показатели внушают оптимизм. Стабильность также демонстрирует «Мехмед Завоеватель», который показывает уверенный рост, и уже третий сезон идет в эфире TRT-1. Проект собрал вокруг себя такую преданную аудиторию, что разговоры о продолжении выглядят вполне обоснованными. Не каждый исторический сериал сохраняет интерес настолько долго. «Зависть» вновь удивил легким ростом. Этот проект буквально балансирует на грани каждую неделю, но каждое небольшое улучшение создает ощущение, будто сериал упорно пытается удержаться на плаву. Поклонники надеются, что именно такая динамика позволит ему дойти до конца сезона. Заметный скачок сделал «Если король проиграет». Благодаря ускорению сюжетного темпа сериал ожил и снова привлек внимание зрителей. Эта история доказала, иногда проекту нужно не переписывать концепцию, а просто избавиться от затяжных сцен, которые мешают дыханию повествования. А вот «Глаза цвета Черного моря» продолжают удивлять. Несмотря на очень низкие показатели в одной из ключевых категорий, сериал по-прежнему остается в эфире и дотягивает, как минимум, до Нового года. Это редкое сочетание упорства создателей и терпения канала. Так завершилась неделя, насыщенная, контрастная, полная неожиданных решений, громких успехов, тихих перемен и новых интриг.
Каждая новость стала частью большого движения турецкой индустрии вперед, а зрители снова получили подтверждение того, что мир сериалов живет по своим законам. Он меняется быстро и ярко и всегда остается непредсказуемым. Когда зрители переварили рейтинги недели, индустрия уже готовила новый поворот, связанный с компаниями, которые определяют будущее турецких сериалов. Одной из таких стала EYPM студия, известная тем, что не берется за проекты без амбиций. И вот в начале декабря появились первые инсайды о том, что компания вступила в переговоры по поводу нового проекта для глобального стриминга. Детали держатся в тайне, но профессиональная среда уже обсуждает. Речь может идти о психологическом триллере, который должен стать флагманом платформы в следующем году. Интерес к проекту начался сразу после того, как стало ясно, EYPM общается с несколькими крупными актерами, а первый кандидат уже находится на стадии предварительных договоренностей. И хотя имена официально не называют, индустрия мгновенно начала строить свои догадки, анализируя расписание актеров, их последние отказы, внезапные визиты в офисы продюсеров. Турецкие зрители опытны, потому, кто перестал сниматься, можно понять, кто готовится к новому старту. Этот инсайт оживил медиапространство, потому что психологические триллеры – редкость для турецкого рынка, но каждый раз, когда они появляются, вызывают огромный резонанс. А если производство будет нацелено на международный выпуск, это может стать очередным шагом Турции на глобальную карту сериалов. И пока обсуждение возможного кастинга набирало обороты, появилась еще одна новость, на этот раз связанная не с переговорами, а с реальной встречей, которая привлекла внимание сразу нескольких платформ. Пока зрители гадали о новом проекте EYPM, фотография Бурака Дениза у входа в офис Disney+ стала поводом для очередной волны обсуждений. Только один кадр, актер заходит в здание платформы, и соцсети моментально взорвались догадками. Турецкая публика давно научилась читать такие намеки. Если артист появляется в офисе большой компании, значит, разговоры о новом сериале уже идут. Бурак давно не делал громких телевизионных премьер, и его участие в эксклюзивном проекте могло бы стать сильным возвращением. Инсайдеры уверяют, что Disney+ давно присматривается к нему, ведь Денис обладает тем редким сочетанием – молодость, харизма и умение держать драматическое напряжение, которое особенно ценится на цифровых платформах. При этом интересно, что компания осторожно относится к кастингам для своих оригиналов. Они выбирают актеров так, будто собирают ансамбль для международного кино, а не просто локального сериала. И появление Бурака в их офисе стало маленьким, но красноречивым сигналом, что работа над новым проектом близка к активной фазе. Пока никаких официальных подтверждений нет, но сама возможность возвращения Дениза в крупный проект уже заставила зрителей оживиться. А индустрия, в свою очередь, попыталась угадать, не связан ли будущий сериал с другой громкой новостью, которая всплыла примерно в те же дни, и она касается одной из самых известных актрис Турции. В начале декабря появились слухи, которые мгновенно стали темой для обсуждений. Туба Büyüküstün может вернуться в большой эфир с новым проектом в жанре детективной драмы. Ее имя давно ассоциируется с сильными, глубокими ролями, и каждый ее выход на экран становится событием, не только благодаря таланту, но и потому, что она всегда тщательно выбирает проекты, работая лишь в тех историях, где чувствует искренний интерес. Слухи появились после того, как актрису заметили на встрече со сценаристом, известным своими мрачными, психологически насыщенными сюжетами. И хотя сама Туба ничего не комментирует, ее стиль поведения всегда одинаков, она молчит до последнего, пока проект не окажется на финальной стадии подготовки. Но сам жанр будущего сериала, детектив с драматическими элементами, идеально подходит ей. Зрители давно ждут от Büyüküstün роль, где она сможет раскрыть свой драматический потенциал не только через эмоции, но и через интеллектуальное напряжение. И пусть все пока на уровне домыслов, одно очевидно, даже намек на возвращение актрисы создает такой интерес, что платформы выстраиваются в очередь. Но в отличие от разговоров и слухов, следующая новость этой недели была конкретной, подтвержденной и очень ожидаемой зрителями. Пока обсуждения вокруг новых проектов продолжались, в индустрии случилось то, чего зрители ждали уже несколько месяцев. Объявили дату старта съемок нового сезона одного из популярных сериалов, производство которого откладывалось почти весь осенний период. Дата оказалась символичной – 5 декабря, словно новая точка отсчета в ожидании продолжения истории. Сериал пережил непростой период подготовки,
смена локаций, корректировка сценария, переговорам с актерами приходилось уделять больше времени, чем обычно. Но именно этот запуск стал подтверждением того, что проект не просто жив, а возвращается с обновленными силами, сохранив весь основной костяк команды. Для зрителей новость стала настоящим облегчением. Ожидание нового сезона уже было настолько затянуто, что многие начали сомневаться, состоится ли продолжение вообще. Теперь же стало ясно, премьера не за горами, а съемочная команда готова работать без пауз, чтобы выпустить первые серии как можно раньше. Этот старт съемок стал своеобразным напоминанием, что даже после задержек индустрия способна возвращаться в строй, и иногда такие паузы оказываются только на пользу качеству проекта. Однако не все новости декабря были столь радостными, некоторые касались решений, которые меняют планы целых телеканалов. Одним из неожиданных событий начала декабря стало решение телеканала FX остановить кастинг своего зимнего проекта и отправить сценарий на глубокую переработку. Для зрителей это выглядело внезапно, но внутри индустрии понимали, если канал делает такой шаг, значит, проект не устроил руководство стратегически. FX привык выпускать сериалы, которые сразу становятся заметными. И если сюжет не отвечает требованиям, либо не обладает потенциалом для длинного прайм-тайма, его не будут дотягивать до премьеры. Вместо этого создатели предпочитают переписать основу, переработать мотивы персонажей и вернуть историю на новый уровень. Остановка кастинга всегда означает серьезные изменения. Некоторые актеры, уже прошедшие пробы, получили уведомления о переносе сроков, другие – о полной отмене их участия. Но, как показывает практика, такие резкие решения часто становятся началом успешных проектов, переработанные истории выходят более глубокими, сильными и лучше подготовленными к конкуренции. Новость оставила смешанные чувства. С одной стороны, зрители расстроились из-за задержки, с другой, понимали, что канал стремится выпустить действительно качественный продукт. Однако даже на этом фоне внимание аудитории неожиданно сместилось на совершенно другой проект. Всего один кадр его актера стал одним из вирусных моментов недели. Интернет внезапно оказался под впечатлением от новой промо-фотографии Бугры Гюльсая, актера, который всегда привлекает внимание своей сдержанной харизмой. Этот снимок распространился в соцсетях настолько быстро, что стал трендом в турецком сегменте Twitter всего за несколько часов. Причина. Образ Бугры, в котором он появился, оказался неожиданно мощным, строгим, ярким, почти кинематографичным. Фотография стала частью промо-кампании его нового проекта, и хотя сам сериал еще не вышел, один только кадр заставил зрителей всерьез обсуждать будущую роль актера. Его внешний вид, манера держаться и тот самый взгляд, будто несущий скрытый сюжет, породили десятки фанатских теорий о том, какую историю он будет рассказывать в предстоящем сериале. Подобные моменты редко случаются случайно. Промо-отделы хорошо понимают, как работает визуальный крючок, но иногда результат превосходит ожидания, и фотография начинает жить собственной жизнью, собирая комментарии, лайки и новые публикации. Этот вирусный эффект стал отличным завершением новостной недели. Тепло, ирония, обсуждение и легкое ожидание – все смешалось в один медийный поток. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Если вам понравился выпуск и вы хотите быть в центре самых свежих и интересных новостей турецкой индустрии, обязательно подписывайтесь на канал «Любовь и мечты». Не забывайте ставить лайки, это помогает нам становиться лучше и радовать вас новыми выпусками. И, конечно, делитесь своими впечатлениями в комментариях. Ваше мнение всегда важно и делает наше общение еще теплее. До встречи в следующих видео.